Раки, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень глубокую тему, а именно вопросы кармического воплощения, кармического предназначения в текущем воплощении и конкретно смотрим ваш знак зодиака. Но прежде чем приступим, сделать такое краткое предисловие, что же мы будем смотреть и для чего мы это будем анализировать. Что такое карма? Карма переводится как действие. Почему? Потому что это в первую очередь закон причинно-следственных связей. Что делаешь, то и в ответ получаешь. Карма, она может быть как наработанная из предыдущих воплощений реинкарнаций, как карма молодая, да, и карма, которую мы нарабатываем в этой жизни для последующих воплощений. Так вот, по сути, наша задача исправить ошибки прошлого, наработать себе положительную карму, ну и как следствие двигаться вперед к новым свершениям. То есть облегчить свою жизнь и сделать ее максимально качественной. Конечно же, наиболее точным и точечным это будет индивидуальный кармический расчет по вашей дате, по вашему времени рождения у кармолога, у астролога или у нумеролога. Там действительно вы сможете выявить точечно ваши задачи. Но сейчас мы все равно смотрим базовые вещи, которые характерны для всех представителей вашего знака зодиака. Почему? Потому что все равно общая характеристика, общий посыл, и так или иначе вы будете сталкиваться с этими вещами в своей жизни, которые вам необходимо будет проработать. И если вы возьмете рекомендации от карт себе на вооружение, вы посмотрите, как изменится ваша жизнь к лучшему. Итак, раки. Вашим сигнификатором в колоде Таро является аркан колесница. Почему колесница, спросите вы, где взаимосвязь? Ведь, как правило, рак шаг вперед и два назад, а колесница, как мы видим, здесь активное движение вперед. Так вот, если вы проработаете свой эмоциональный план, станете эмоционально уравновешенными, проработаете обиды, отпустите какие-то ситуации, привязки, то ваша жизнь будет подпорядкована, да, упорядочена, то есть и принадлежать только вам. Вы будете хозяином своей жизни, и движение в этом случае у вас будет только вперед. То есть не медлить, а двигаться вперед. Но у вас всегда, видите, есть защита. В случае какой-то неудачи вы сразу будете прятаться в панцирь. Панцирь — ваш дом, ваша крепость. Ну, давайте обо всем этом поподробнее. Итак, рак у нас отвечает за 4-й дом гороскопа. Вот, по сути, вы, чтобы вам было понятно. Кто не разбирается совсем в астрологии, ну, давайте объясню на пальцах. Отсчет у нас начинается с Овна. 1, 2, 3, 4 дом гороскопа. За каждый дом я буду рассказывать в отдельности, но сейчас мы проговорим основные кармические задачи для вашего знака зодиака. Итак, основной посыл людей, которые родились под этим знаком, это то, к чему должен стремиться каждый из нас. Почему? Потому что все мы в течение своей жизни пытаемся постичь то, для чего раки рождаются на свет. А это забота о своем истинном «я». Почему? Потому что раки живут в гармонии с миром. Особенно, когда они находят свой дом внутри себя. Это одна из ваших задач в жизни. То есть вы должны понять по определению, что если вы сделаете сами себя счастливыми, а не будете искать партнера, окружение, ситуации, которые вас счастливыми будут делать, то полностью все поменяется в вашей жизни. Вы как магнит будете притягивать тех людей, ситуации, обстоятельства, которые только будут усиливать это качество. То есть счастье нужно раскрыть в себе самом или в себе самой. Стать независимо от кого-либо, от обстоятельств или ситуаций, счастливыми в целом. Ну и, конечно же, дом — это то место, где вы чувствуете себя в безопасности, где вас любят, где о вас заботятся. И ракам необходимо знать, что у них есть такое место. Потому что только тогда вы сможете ощущать, что все ваше окружение — это такая одна большая семья, и вы заряжаетесь энергией от вашего окружения. Вы учитесь заботиться о себе, преодолевая чувство неуверенности. И вот чувство неуверенности — это фактически одна из главных ваших проблем. И одновременно лучший кармический учитель. Вот не зря я говорю, что шаг назад и два вперед. И наоборот, да, потому что сделали шаг, испугались, отошли назад, потом еще раз попробовали. Ну, то есть вот это вот постоянные колебания, стоит или не стоит. Так вот, форма этого чувства, она у вас может меняться так же часто, как и облик Луны, потому что вы напрямую зависите от циклов и фаз Луны. И обычно это ощущение, что
у вас как будто нет качеств, необходимых для успеха в жизни, потому что вы постоянно волнуетесь из-за того, что у вас нет большого количества ресурсов, или что, возможно, вы не так талантливы, как другие. У вас есть особенность, как я говорю, эмоционально наворачивать себя, то есть накручивать до состояния невозможности. И, кстати, если вас не покидает страх, вот это когда вы себя накручиваете, наворачиваете ситуацию, то любое какое-то, знаете, как происшествие, назову так, да, какое-то неприятное событие, оно как цунами заставит вас это все проживать, углубляться и может унести в какую-то, говорю, глубокую депрессию или в глубокий невроз, чего категорически вам нельзя допускать. Вот это чувство неуравновешенности, оно заставляет вас заглянуть в себя и найти там силы, достаточные для того, чтобы позаботиться о себе. Прежде чем заботиться о ком-то другом, то есть дети, внуки, вторая половина, ваши близкие, вы должны научиться заботиться о себе, делать счастливыми себя. Без этого, не сможете вы осчастливить никого другого. Иными словами, мне просто часто пишут в комментариях, даже если вы мама, которая сама тянет всех на себе, у вас нет помощи и поддержки, у вас там нет второй половины, вот пока вы не сделаете счастливой себя, вы не сделаете счастливой своих детей. То есть ваша задача больше внимания, акцента на себе, больше, знаете, как позволять себе каких-то там хотелок, слабостей, радостей, потому что будете счастливы вы, будет счастливо ваше окружение. И вообще-то концепция, она полярно, как для мужчин, так и для женщин. То есть вне зависимости от того, представители кого мне смотрят, да, то есть мужчины или женщины, то есть какой половины населения. Но речь идет о том, что вы должны в первую очередь позаботиться о себе. Так вот, вы должны научиться защищать себя, обрести уверенность в себе. Вы должны верить в то, что у вас есть все качества, которые необходимы вам для защиты себя и близких людей. Очень часто чувство неуверенности может вас толкать, знаете, как за поиском силы, то есть религия, вера, концепция жизни. Кто-то уходит, как я говорю, в монастырь, кто-то ударяется в религию, веру и так далее, потому что вам крайне важно понять, признать безграничность, многогранность божественной заботы. Для тех, кто у нас атеисты и не верит в Бога, давайте так назовем космическое Я, Вселенная, что у вас есть поддержка и связь с этим Я, что вас так где-то наверху слышат, что вас ведут, что вам идет то познание, та информация, которая, знаете, как на интуитивном уровне ведет вас по жизни. И самое главное, неуверенность, она учит вас доверию. Как вы учитесь доверять миру? Могу сказать так, наступая на грабли, потому что вы принимаете неизбежность всего происходящего. Вот вы должны поверить в то, что щедрая Вселенная, она как любящий родитель, даст вам все самое необходимое. Вот чем больше вы начнете доверять миру, а не сидеть все время в своей ракушке, знаете, как все враги и все уроды, вот тем более важной частью вашего сознания становится доверие. И если даже сначала вы отказываетесь доверять жизни, то рано или поздно все равно вы придете к этому. Только в этом случае ваш путь в этой жизни пойдет в правильном направлении. То есть речь не идет о том, что вы должны бездумно доверять людям. Нет, это не та концепция жизни. Речь идет о том, что не нужно пытаться видеть в окружении всегда подвох, что вам кто-то завидует, что вам кто-то пытается насолить, навредить. То есть избавьтесь от этой концепции жизни. Вот если вы, скажем так, от этого абстрагируетесь, вы посмотрите, как поменяется ваша жизнь. И в целом вы сможете понять и осознать, что такое благость жизни, когда станете хорошим родителем для себя самого. То есть вы научитесь себя поддерживать во всем, даже если что-то не получается, в каких-то неудачах. Вы научитесь любить себя независимо от внешних обстоятельств, делать правильный выбор, давать самому себе умные советы и самое главное следовать им, потому что вы мудры не по годам, это связано с вашей интуицией, с вашей эмпатией, вы считываете людей вот просто так по щелчку, на ура. Вот понимаете, всем дать грамотный совет вы в состоянии, себе тоже, но вот следовать своим рекомендациям вы не можете. Вот парадокс, но факт, это знаете, как сапожник без сапог. Поэтому ваша задача – это не только себе давать рекомендацию, но и следовать ей ради собственного успеха и процветания. Ну и, конечно же, только в самом себе вы сможете найти источники безопасности, мудрости,
творчество, потому что только ощутив полноту собственной души, вы сможете помогать другим людям. То есть основная задача — это осознать свою ценность, значимость. Это вопрос проработки низкой самооценки. Я не могу сказать за всех раков, но тем не менее, как минимум у половины представителей этого знака зодиака самооценка или низкая, или заниженная. Вот это та проблема, с которой нужно работать. Потому что как только у вас выравнивается самооценка, с ней становится все в порядке, у вас резко, прям феноменально, у вас раскрывается финансовый канал, растут финансовые возможности, и в жизни все идет как по маслу, потому что у вас начинают остальные энергии подтягиваться, быть в балансе. Так вот, в первую очередь, конечно же, чисто по рачи, поскольку у вас рак отвечает за 4-й дом, вы всегда стремитесь создать такой дом, который всегда будет, так сказать, рядом с вами. То есть ваше место уюта, комфорта, там, где вы будете прятаться в раковину, когда захотите защитить свою ранимую душу. И многие раки, безусловно, ну, по сути, как и другие знаки зодиака, но у вас это в большей степени. Вы очень боитесь потерять свою собственность, связь со своими детьми, возможность жить так, как вам нравится. Но в конце концов придется все это отпустить. Это говорит о том, что жизнь очень часто может ставить такие условия или обстоятельства, что чем больше вы привязываетесь, тем больше жизнь начинает бить по привязкам к материальному. Это также свойственно и тельцам, если анализировать и смотреть. Какой совет и какая рекомендация здесь? Понятно, что все мы хотим «мой дом, моя крепость», «мой дом, полная чаша», но здесь как концепция — это ли иметь большое количество денег накопленных, да, ресурсов, чтобы это вам давало мобильность, или как минимум несколько объектов недвижимости, может быть, в разных даже точках мира. Почему? Потому что это вам позволит ощутить свою безопасность. Ну и помимо всего прочего, основная задача рака — это не позволять взять над собой верх своим худшим качеством, не превращаться в капризного, в несдержанного человека, который цепляется за накопленные материальные ценности, это как Плюшкин, по принципу «это мне надо, и вот это вот надо, и эта тарелочка хорошая, и вот эта чашечка прекрасная». Я сама телец, мне это тоже свойственно, но у раков это в большей степени. То есть у вас больше эмоциональная какая-то привязка к вещам, потому что каждая вещь дает вам какие-то воспоминания, наслаждения, такого, знаете, эмоциональную подпитку, эмоциональный фон. Почему? Потому что вы обладаете очень тонкими чувствами и эмоциями. Но зачастую ваши чувства бывают обманчивы, и из-за этого вы можете сбиваться с правильного пути. Если вот вы слепо будете доверять своим эмоциям, потому что эмоции у вас очень часто закрывают конструктивный подход к жизни. И вот вы должны научиться слышать не только голос своих чувств, но и голос своего ума, своего сердца. И тогда вы сможете научиться определять, правдивы ли ваши ощущения. Это, конечно, будет очень трудно, потому что ваши чувства слишком сильны, и они могут вас убедить в тех либо иных позициях в жизни, взглядах на жизнь. И вы в жизни будете тратить очень много энергии на то, чтобы справиться со своими эмоциями. Поэтому для вас, как априори, просто, знаете, как мантра, это вопросы медитации, это йога, это пилатес, это аффирмации. То есть это все то, что делает вас эмоционально стабильным. Это и физические упражнения, это и массажи, это и вопросы арт-терапии. То есть вам крайне важно, нужно уметь переключаться на другие задачи и какие-то негативные эмоции выплескивать в иное русло, чтобы очищать ваш разум от эмоционального всплеска и уметь смотреть на мир беспристрастно, аналитически. Вот вам иногда не хватает аналитического мышления, взвесить все за и против, потому что действительно эмоции, переживания и страхи затмевают все остальное. И помимо всего прочего, вы очень много тратите времени на пустые переживания вместо того, чтобы заниматься делом. То есть по принципу, а стоит, а не стоит, а какой будет эффект, или а стоит ли мне там мириться, не мириться, а как человек отреагирует, а что потом будет. То есть вы анализируете на миллион шагов вперед вместо того, чтобы взять и наконец-то что-то сделать. И из-за этого вы часто не используете те возможности, которые дает вам жизнь. Вот вы должны научиться подчинять свои эмоции мудрому сердцу и вашему духу, использовать энергию эмоций для достижения
достижения поставленных целей. Потому что эмоции — это настолько для вас мощный источник энергии, потому что вы люди-творцы, и вам нужно научиться правильно использовать энергию этих эмоций. То есть не растрачивать ее на пустые волнения по поводу, допустим, возможности успешного завершения проекта, а представлять себе ту радость, которую вы испытаете после завершения. То есть вы должны научиться управлять своими эмоциями так, чтобы использовать их для поднятия себе настроения даже в каких-то кризисных ситуациях. И вот тогда ваши эмоции превратятся в инструменты, с помощью которых вы сможете решить все свои кармические задачи. Кстати, вот обидчивость ваша и неумеренность не дают вам совершенствоваться, но с этим можно бороться. А самое главное, нужно. Вот эти отрицательные чувства, они не возникают без причины. И самое главное, вам нужно их прорабатывать и отпускать. То есть обиды на близких, в частности, у женщин и у мужчин на маму. У вас очень тесная связь, 4-й дом, это мать. Прорабатывать обиды на мать и прорабатывать, в каком ключе, не злиться и не пытаться там отстраниться, вставлять палки в колеса, а наоборот поддерживать, больше давать помощи, поддержки, материального благосостояния, потому что, как ни странно, ваше материальное благосостояние напрямую зависит от того, сколько вы вкладываете в свою мать. Может, для вас это кажется парадоксальным, но факт остается фактом. Как только вы устраните все те блоки, которые у вас есть с мамой, если даже мамы нет в живых, это ставить молебны за упокой, это просить прощения, это может быть помогать косвенно женщинам в возрасте, то есть пенсионеркам каким-то, там где-то денежку передали, там, может быть, съездили в дом престарелых, там какие-то вещи привезли. То есть забота о женщинах, допустим, вашего рода, это все будет идти в плюс. И самое главное, когда вы научитесь контролировать свои эмоции, вы поймете, что вы хозяин ситуации или хозяйка, и в вашем сердце главное место займет любовь, реализация, возможность. Потому что вы как магнит будете притягивать счастливые отношения, стабильные союзы, окружение, которое вас радует. Понятно, что не бывает в жизни сказка, но поверьте, если вы будете прорабатывать концепцию жизни именно таким образом, вы посмотрите, как все поменяется. И с каждым днем кармическая задача будет становиться легче, она будет решена. И эта связь будет ощущаться все сильнее. То есть и жизнь ваша будет становиться гармоничнее и спокойнее. То есть ваша задача основная — это развить свои лучшие качества, научиться контролировать эмоции. И самое главное, ваша задача, вам нужно воспитывать не себя, а своих детей. Вот для раков это очень важно. И не пытаться детей перевязать к себе, знаете, под юбку или рядом с собой, не пытаться их контролировать. Потому что именно ваши дети, как кармические ваши зеркала, они будут четко копировать вашу модель поведения. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши дети и потомки стали успешными, конкретно ваши, не других представителей знака зодиака, они все будут списывать с вас. Вы должны стать успешными в жизни. И все станет на свои места. Поэтому развивайте в себе уверенность, умение любить и ценить себя, терпеливость и целостность вашей натуры. И вы обязательно будете добиваться счастья, успеха, и гармонии в жизни. Ну а мы, конечно же, сейчас посмотрим, какие кармические узлы будут у вас проходить по каждому из домов. Проанализируем, посмотрим, на чем вам стоит еще заострить внимание. Итак, первый дом. Что здесь? У нас здесь ложится рыцарь мечей. Вот это мне не нравится. Объясню почему. Здесь это не является глобальной проблемой, но большинству раков это свойственно, знаете, излишнее предвзятое отношение к себе. Потому что первый дом у нас отвечает за что? Первый дом — это наше «я», это наша внешность, это наш характер, это наш внешний облик, конституция, манеры, темперамент, наш тип самовыражения, восприятия себя. И рыцарь мечей — это себя съедать. Так, не так выгляжу, тут лишний килограмм, тут какая-то складка, почему так торчит челка, вот здесь какая-то морщина. Причем это свойственно как мужчинам, так и женщинам. Перестаньте заниматься самоедством. Вот не зря же говорят, да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот как вы себя воспринимаете, я не говорю, что вы должны забить на свой внешний вид,
не совершенствоваться, не вкладываться. Да, меняйте себя, нравьтесь себе, но не нужно к себе быть излишне придирчивым и, знаете, как съедать себя попусту. Потому что, смотрите, королева жезлов, мир и четверка мечей, вот как вам прорабатывать эту ситуацию? Это вопросы аутотренинга, это тренинги связаны с повышением самооценки. Мир и четверка мечей – это научиться позиционировать себя в социуме. У вас, к сожалению, с этим есть проблема. Вы можете хотя бы даже на показ быть пафосны, но крайне внутренне не уверены в себе. То есть вас можно здесь, знаете, как задавить в любой момент. То есть каким образом? Это аутотренинги, действительно работа над внешностью. Для вас это крайне важно. То есть занимайтесь тюнингом, улучшайзингом, насколько это возможно, пока вы не будете удовлетворены своей внешностью. Понятно, что, скажем так, без фанатизма, потому что некоторые уходят потом в дебри и только сидят и живут на пластических операциях. Тут речь не о том, чтобы перекроить себя. Здесь просто станьте лучшей версией себя и перестаньте заниматься самоедством. Вот это для вас один из ключевых факторов. И если мы будем с вами смотреть вопрос второго дома, что у нас здесь? И здесь у нас ложится рыцарь монет. Итак, второй дом – это у нас, как все говорят, точка возможностей. Почему? Потому что это наши ресурсы, имущество, доход, бюджет. Это вопросы благосостояния, это наличные деньги. Это, в принципе, наши источники доходов, расходов и наша ресурсность. Тут больше идет речь о энергии, нежели о состоянии здоровья в целом. Вот по рыцарю монет здесь все стабильно. Тут по принципу, что посеешь, что пожнешь. Вот сколько усилий приложите, столько и получите. И знаете, как по рачи, медленно, но верно идти к успеху. То есть здесь, чем больше работаете, тем больше успеха получаете. То есть все поэтапно, все стабильно. И проблем здесь я не вижу, здесь только зависит это от ваших приложенных усилий, от вашей силы воли. Смотрим с вами вопрос третьего дома. Что у вас по третьему дому? И у нас здесь ложится аркан мир. Казалось бы, хорошая карта, да, и не к чему придраться, но по факту здесь есть проблема. И сейчас мы будем смотреть, какого же она плана. Я думаю, она вам понятна, ну, я сейчас озвучу. Что такое третий дом? Третий дом – это у нас точка коммуникации. Это братья, сестры, соседи, приятели, это наше общение, это взаимодействие с близкими родственниками, это повседневное наше общение, потому что за третий дом у нас отвечает Меркурий, то есть это в первую очередь и различные проявления высшей нервной деятельности нашей, то есть тип восприятия, круг интересов. Ну и, конечно же, это вопрос деловой жизни, это вопрос командировок, ближних путешествий, корпоративное там общение, переписки, коммуникация, а также это курсы, мастер-классы, это все, что связано с обучением, начальное и среднее образование и прокачка интеллекта. Так вот, вы скажете, а в чем же здесь проблема? Почему здесь какая-то узловая точка? Тут же прекрасная карта. Мир – это когда вы, знаете, у вас свой закрытый мирок. И вы туда фактически, никого не пускаете. С одной стороны, это классно. Знаете, меньше народу, больше кислорода. Да? В том контексте, что меньше левых людей в жизни, на самом деле это прекрасно. Но иногда вы бываете слишком закрыты, слишком интроверты. Для кого-то это необходимо, чтобы восполнить свою энергию, но у вас здесь доходит до фанатизма. То есть научитесь все-таки открываться, научитесь выстраивать круг общения. Никто вас не просит, чтобы вы всех звали подряд к себе домой. Да, безусловно, у вас вопрос личных границ, он очень важен, но чем больше вы будете общаться коммуникативными, тем больше радости вы будете получать в жизни. То есть научитесь открываться социуму, научитесь взаимодействовать с социумом. Опять же, для вас крайне важны курсы, обучение, мастер-классы, потому что здесь это прокачивает ряд факторов. И ваше позиционирование в социуме, и ваши ораторские способности, и ваш интеллект, и ваш круг общения, и умение выстраивать необходимые связи. Поэтому для вас это априори важно. Мы с вами сейчас посмотрим и проанализируем, каким образом вам проработать эту узловую точку. Что у вас здесь? Пятерка чаш, рыцарь жезлов и рыцарь мечей. Это такая позиция: я хранитель своей крепости. По пятерке чаш я никого к себе не пускаю, потому что рыцарь жезлов и рыцарь мечей, а вдруг что-то пойдет не так.
Вот эта боязнь, что не склеит сообщение, или вас не так воспримут, или будут осуждения или критики, вы очень сильно этого боитесь. Вот я понимаю, что не для всех это актуально. Имеет смысл, возможно, завести какие-то социальные сети, особенно если у вас это связано с работой. И вот в вашем случае, в вашей концепции, чем будет больше хейта в вашу сторону, тем будет лучше. Будет вырабатываться ваш внутренний стержень. И знаете, как независимость от этого, наконец-то беспристрастность, будет вырабатываться ваша толстокожесть. Вот вам нужно проработать свою ранимость и обидчивость. Когда у вас эта проблема уйдет, вообще перед вами будут открываться все границы, все возможности. Потому что вы можете в социум и вовне не показывать, что у вас что-то задело или вы там чем-то обижены, но глядя по ситуации, факт остается фактом. Хорошо, смотрим с вами ваш 4-й дом. Что по 4-му дому? Что у вас здесь? 4-й дом, король чаш. Ну, место, где вы наполняетесь эмоционально, ваша отдушина. Потому что король чаш, это вы пришли, это родные стены греют. Потому что король чаш, это, знаете, карта дипломатии, карта психологии, место силы. Вот для вас ваш дом это место силы. Здесь нет проблем, здесь нет узловых точек. Это может быть излишняя эмоциональная привязанность к дому, но это не проблема. Тем более я вам уже озвучила и объяснила, как вам эту ситуацию решить и как из нее выйти. Если будем рассматривать с вами 5-й дом, у вас здесь ложится аркан Солнца. У нас 5-й дом отвечает за вопросы любви, развлечений, игры, удовольствий, прихоти, азарт, творчество, искусство, за успех, славу, детей, любовников. И у вас здесь по Солнцу все прекрасно, вы в центре внимания, вы настолько притягиваете к себе людей, вы сами крайне эмоциональны, можете быть влюбчивы, любвеобильны, потому что эмоции для вас все это как Солнце, которое вас питает. И вам не проблема с кем-то завязать общение, флирт, легкие отношения, плюс творчество это ваше все, искусство это ваше все, дети, да, Господи, заморите их любовью, зацелуете до пяточек, понимаете? То есть вам здесь нет равных. С одной стороны, карта прекрасная, потому что это как полнота жизни, вы напитываетесь энергией, но самое главное, концепция, когда Солнце ложится в 5-м доме, не задушите всех своей любовью. Вот это очень важно понимать, особенно то, что касается детей и ваших возлюбленных, потому что у вас прям действительно, вот смотрите, какая вы здесь мамочка-мамочка. Королева Пентаклей – это женщина, которая контролирует все. Конечно, эта концепция актуальна и для мужчины, потому что у вас желание опекать, дарить, заботиться, вкладываться. Но вот чрезмерная забота и опека, смотрите, 8 чаш и башня, может разрушать ваши взаимоотношения с кем-либо. Понимаете? Вот это важно вам осознать. То есть всего в меру. Единственное, о чем здесь могут говорить карты, чтобы стабилизировать свои какие-то эмоциональные переживания, негативные, да, эмоции, это уходить в творчество. Тогда этот негатив будет выходить, так сказать, на полотно, в музыку или в то, чем вы занимаетесь. То есть вы будете сбрасывать негатив. И самое главное, почему вам нельзя накапливать негативные эмоции? Они вас разрушают. В лучшем случае невроз или хроническая депрессия, в худшем это вплоть до того, что вы можете довести себя до биполярного расстройства личности. Поэтому весь негатив выплескиваем, обиды не замалчиваем, обиды озвучиваем. Здесь, сейчас, согласно ситуации, по факту, а не ждем, пока это как снежный ком накопится, а потом мы через год об этом вспомним и решим это заявить, когда это уже будет не к месту. Потому что есть тут у вас такая проблема. Так, смотрим с вами 6-й дом. Что по 6-му дому? По 6-му дому 2 чаш. Здесь все прекрасно. Почему? Потому что 6-й дом – это точка силы. Иными словами, это служба, это повседневные заботы, это обязанности, это все, что связано со здоровьем, заботой о здоровье, о самочувствии, о болезнях, лечении. 2 чаш говорит о том, что вы вот в этом концепции, в этом плане вы себя любите, о здоровье заботитесь, стараетесь своевременно решать эти проблемы. Но и в плане работы и реализации по 2 чаш у вас с работой, с вашей реализацией любовная любовь. Почему? Потому что если вы от своей работы не будете получать удовольствие, эмоций, у вас, если у других знаков зодиака это просто пробой по здоровью, у вас сразу это будет пробой по всему.
и здоровье, и финансы, и личная жизнь. Поэтому у вас то, что касается карьеры и реализации, это, знаете, как бы должен быть любовный договор. То есть работа по любви. Вот это ваше все. Смотрим с вами 7-й дом. Что здесь по 7-му дому? Какая концепция? По 7-му дому у вас здесь ложится 7 мечей. Ну, это чисто рачьи. Почему? Вот смотрите, вы, как у вас идет параллель 1-7 домов. Это ваша линия, которую вот вы проживаете, эту основную проблему. Что такое 7 мечей в 7-м доме? Это постоянная, подспутная, подсознательная боязнь предательства со стороны партнеров. Будь то личного плана или бизнес-партнерства. Потому что такое 7-й дом? 7-й дом – это наши партнеры по браку, это партнеры по бизнесу, это, в принципе, ну, социум, наше окружение, ну, близкие какие-то вот доверительные взаимоотношения. Это могут быть также наши конкуренты и открытые враги. Ну, как бы тут это не так страшно, да, как бы. Но а вот то, что касается вопросов личных и партнерских взаимоотношений, как вы думаете, почему так происходит? Почему постоянно такая неуверенность в партнерстве и действительно могут быть ситуации предательства по отношению к вам? А теперь проанализируйте 1-й дом, там, где у вас рыцарь мечей. За счет вашего самоедства, неуверенности в себе, ситуации, когда во всем вы вините себя. Вот когда вы это проработаете, вот эта ситуация у вас изменится коренным образом. Ну, да, давайте даже сейчас посмотрим, проанализируем вот эту узловую точку. Что у вас здесь? Какова концепция? Королева мечей, влюбленные и 4 монет. По королеве мечей, когда все точки расставлены над «и», когда внесена ясность, когда все проговаривается сразу на месте, вот то, о чем я вам говорила, а не замалчивается, тогда по влюбленным и 4 монет будут стабильные союзы, стабильные взаимоотношения. И самое главное, они будут конструктивные. Опять же, королева мечей, оценивайте себя и ситуацию здраво. Не позволяйте кому-то нарушать ваши личные границы. Цените себя и, знаете, как высоко себя несите. Это актуально как для мужчин, так и для женщин. Если мы с вами будем смотреть и анализировать 8-й дом. Что же у вас здесь по 8-му дому? Отшельник. Что такое у нас 8-й дом? Давайте смотреть. 8-й дом, мы его называем точка границы или дом жизни и смерти. И, как правило, он также у нас отвечает за материальные ценности и блага, финансовые дела вашего брачного или делового партнера. А также это дом общих капиталов, наследства, страхования, завещания, нотариальных дел, вопросов продолжительности жизни, вопросов оккультных способностей, тайн, секса и так далее. Ну, в плане продолжительности жизни по отшельнику, я думаю, так понятно, что здесь вы в большинстве своем долгожители, только если похабно не относитесь к здоровью. Оккультные способности, ваше второе я, потому что у раков шикарно развита интуиция, ясновидение, яснослышание и прочие моменты. А вот то, что касается общих капиталов, это не значит, что ваш партнер или партнерша будет мало зарабатывать или вкладываться в вас, но вам крайне важно иметь свое, вами накопленное, вами заработанное, потому что отшельник – это как либо взять капитал, и знаете, как ввести в свой и на этом сделать какую-то базу, либо вообще отстраниться, зарабатывать самостоятельно и при этом иметь шикарные материальные блага. Потому что у вас по отшельнику еще есть такой страх, это желание отстраниться от чужих денег, то есть не брать там кредиты, суды, рассрочки, потому что, как всегда, внутренний страх и боязнь, а вдруг я не потяну, не выплачу, будут обязательства. То есть, опять же, лишний раз сами себя наворачиваете. Смотрим с вами вопрос 9-го дома. Что здесь по 9-му дому? По 9-му дому у нас ложится рыцарь жезлов. Но здесь, слава богу, все прекрасно. Что такое 9-й дом? 9-й дом – это у нас точка духа, потому что это дом интеллектуальной жизни, религии, путешествий. Особенно это касается просто дальних перемещений, это вопросы эмиграции. Это, в принципе, дом, который отвечает за наше мировоззрение, философские убеждения, за вопросы высшего образования, за рост вашего авторитета. Так вот, рыцарь жезлов – это легкость в адаптации
если вы переехали куда-то, переместились, или вы легко адаптируетесь и можете ощущать себя в пространстве. Ну, по принципу, знаете, что-то один раз увидели, дорогу запомнили, все, это ваше все. То есть легкая адаптация. Плюс вы постоянно стремитесь к духовному, к личностному росту. То есть это новые знания, новая информация. Для вас это энергоподпитка. Вам это крайне важно. Вас это и удивляет, и увлекает, и напитывает. И вы стремитесь ко всему такому тайному, сокрытому. Вы всегда стремитесь к большим знаниям, к новой информации, к второму, третьему высшему образованию и так далее. Ну, потому что вы этим живете. Смотрим с вами вопрос 10-го дома, что по 10-му дому проходит. И у нас здесь ложится аркан Маг. Ну, о чем я вам говорила. Маг и рак. Вот здесь, если вы четко прорабатываете ситуацию, связанную с вашей неуверенностью, то вы сможете добиться таких невероятных высот в жизни. Потому что такое 10-й дом? 10-й дом – это точка цели, это дом профессионального роста, социального успеха, карьеры, потому что его управителем является Сатурн. Видите, он соотносится с домом Козерога. И это один из самых важных полей натальной карты или зодиакального созвездия, если мы будем в целом так смотреть. Дом, который отвечает за карьеру, за профессиональные достижения, за род занятий, за успех, социальную репутацию, награды. Так вот, маг – это добиться максимума в жизни, то есть все так, как вы хотите. Начиная от вопросов социального статуса. Кстати, одни из самых богатых людей в мире, что вы понимали, это представители знака зодиака Рак. Возьмем того же Илона Маска. Это вам как на секундочку, как постмотивации. Когда вы прорабатываете, понимаете, потому что ему же абсолютно похер на то, кто, как о нем думает, что о нем считает. Человек просто идет напролом к своей цели. Вот если у вас будет такая концепция в жизни, и вам будет наплевать на то, как вас обсуждают, как на вас смотрят, как вас воспринимают, но главное, что вы были уверены в себе, у вас был внутренний стержень, то у вас будут невероятные высоты. В любой нише, которую вы для себя определите, в любой профессии. Опять же, это тот социальный статус, который вы хотите. Замуж, женитьба, не вопрос, потому что по магу вы настолько грамотно умеете манипулировать людьми, подвести кого-то под венец, под алтарь, это вообще, знаете, как два пальца об асфальт. Потому что, для вас это просто плевое дело. И вот маг, поскольку это у нас мера социального успеха, здесь подвластно все. Самое главное проработать вот эти эмоции неуверенности в себе и сомнений. Хорошо, смотрим с вами 11-й дом или точку социальности. И у нас здесь ложится королева чаш. Но здесь прекрасная карта. Почему? Потому что у нас точка социальности или дом социальности. Он отвечает за друзей, единомышленников, за спонсоров, меценатов, покровителей. Это, в принципе, дом осуществления мечты, дом исполнения желаний, надежд, дом благотворительности, дом выигрыша. И о чем здесь говорит королева чаш? Что вы как тонкий психолог, дипломат, вы настолько к себе располагаете социум, что многие люди готовы к вам идти навстречу, с вами взаимодействовать, вас поддерживать, вам помогать, дарить вам радость. Причем неважно, словами, действиями, поступками, материальными благами, по-своему, просто вопросами благодарности и признания. И самая ваша еще такая вот проблема по королеве чаш, не все это умеют принимать. В особенности женщины. Вот вам нужно научиться принимать комплименты, подарки. Опять же, это все упирается в вашу самооценку. И если вы это грамотно проработаете, жизнь у вас просто изменится на 180 градусов в лучшую сторону. Смотрим с вами 12-й дом. О чем здесь идет речь? 12-й дом. 12-й дом у нас здесь ложится аркан император. Смотрите, насколько для вас важный и значимый этот дом. Итак, о чем же у нас здесь идет речь? 12-й дом – это у нас точка одиночества, или называют его дом изоляции. Почему? Потому что по 12-му дому у нас идут монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха, работа в больницах, в тюрьмах, в приютах. Или это может быть деятельность, которая проходит в закрытых учреждениях, секретных организациях. Это все, что напрямую либо косвенно связано с болезнями. То есть врачи могут проходить по 12-му дому. Также это тайны, это глубинная память, это вопросы уединения, это все, что связано с тайными связями, проработкой страхов, тайными врагами, скрытыми болезнями, проработкой кармы и оккультными занятиями.
Так вот, поскольку ложится старший аркан Император, это сложная карма, которую нужно проработать. Почему? Потому что в прошлых жизнях вы эмоционально ранили других людей, не додавали любви и ласки, а в этой жизни вы можете сами от этого страдать. Поэтому Император в 12 доме — это зачастую еще сложная карма по линии отца, которую нужно будет отрабатывать и прорабатывать. И помимо всего прочего, Император в 12 доме очень часто это стремление закрыться, я сам себе хозяин, изоляция от всего мира, добровольно-принудительно, по вашему желанию. Но и также Император в 12 доме — это добиться максимальных высот в вопросах оккультизма, карьерный рост в каких-то закрытых секретных организациях, все, что связано с нишей эзотерики, все, что связано с работой на себя. Потому что здесь, когда идет проработка духовности, духовного плана и устранение блоков и страхов, все остальное, знаете, как отпадает само собой. Мы, конечно, сейчас посмотрим с вами и проанализируем это 12-й дом, о чем тут конкретно идет речь. И у нас 7 жезлов, паж мечей и иерофант. Вот то, о чем я вам говорила. Смотрите. 7 жезлов — это добиться, приложить максимум усилий, чтобы добиться, докопаться до сути вещей, до истины глубинных процессов. Потому что паж мечей — это сбор, это аналитика, это обработка информации, это собрать все за и против, как говорится, все аргументы и факты, понять закон причинно-следственных связей, почему так в жизни происходит, как это проработать. То есть это настолько глубокая работа над самим собой, в первую очередь именно в психоэмоциональном контексте, поэтому не зря по 12 дому, когда ложится Император, многие уходят в психологию или в эзотерику. Может быть, даже, як нас кажуть, не на широкий загал, то есть не для широких масс, может быть, даже для проработки каких-то блоков для себя, но смотрите, у вас жрец, это проработка духовности, это найти свой путь, свой маяк в жизни, свой ориентир духовности, и тогда все в жизни станет на свои места. Что ж, мои хорошие, пусть так и будет. Я искренне верю в то, что донесенная мною информация вам будет во благо, что вы найдете здесь для себя свое зерно истины. Конечно, это не может в полной мере описать индивидуальный подход каждому из вас, потому что, как я уже озвучила, это нужно считать в индивидуальном порядке, смотреть кармические задачи, знаете, как каждого индивидуума отдельно. Но, тем не менее, основную базу, понять, как улучшить свою жизнь, как себе ее облегчить, как наработать положительную карму, карты вам дали эти подсказки. Поэтому используйте информацию себе во благо и меняйте свою жизнь к лучшему. Я вас благодарю за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной, за ваши лайки, комментарии, донаты и подписки. Рада такой аудитории. С вами не прощаюсь. Обязательно услышимся в следующем видео.